Каждый из нас хотел что-то создать. Написать книгу, написать свой собственный трек, создать игру или может просто что-то даже нарисовать. Неважно, что именно вы хотели создать. Важно то, что в этот момент люди начинают делиться на две категории. Те, кто мечтают что-то создать, и те, кто создают. Со вторыми все понятно, но что до первых? Они могут годами вынашивать свою идею, ждать удобного момента, ждать более свободного графика, ждать пока у них появится более крутое оборудование. Они могут смотреть на вторую половину людей, видеть их взлеты и падения, радоваться их неудачам, критиковать и представлять, какие шедевры будут создавать они, учась на чужих ошибках, не повторяя их, конечно же, самостоятельно, будут представлять, какой шедевр они создадут, после которого весь мир о них заговорит. Или есть люди, которые стремятся сделать все идеально и с первого раза. Они могут годами создавать свой шедевр, продвигаясь малюсенькими шажочками, буквально на чуть-чуть, и с презрением смотря на тех, кто создает свой проект или уже создал его и потратил на это времени меньше, чем они, кто идет не таким путем, которым идут они сами. А те, в свою очередь, продолжают делать то, что уже умеют. Учатся в процессе, даже не имея подходящих для этого инструментов, но каким-то образом они учатся на чужих ошибках, они находят время. Как же так происходит? Все очень просто. Вы либо делаете, либо придумываете отмазки, а наш мозг просто гениален в придумывании отмазок. Он может придумать тысячи убедительнейших, уважительных причин, чтобы чего-то не делать. Если вы хотите что-то сделать, вы просто берете и делаете. Все сложности, трудности, неудобства, все это отходит на второй план. Вы просто берете и действуете, несмотря ни на что. Не надо ждать, пока вы научитесь что-то сделать. Тем более не надо ждать, пока у вас появится самое лучшее оборудование, чтобы все сразу сделать классно, как надо, по всем стандартам. И уж тем более не надо ждать подходящего момента. Не надо ждать лучшего времени. Лучшее время, оно всегда сейчас. Потом его уже не будет. Буквально из подручных средств можно сделать хороший старт, хорошее начало. Потом вы себе уже купите все, что вам нужно. Все для комфорта, для удобства, для скорости работы. Что вашей душе угодно. Но начните с того, что у вас уже есть. Делайте как умеете, делайте с тем, что имеете. Начните с простого, шаг за шагом, и эти маленькие цели, которые вы будете достигать, приведут вас к одному большому успеху. Нет времени? У нас у всех 24 часа в сутки, но кто-то ищет время, кто-то ищет возможности, а кто-то все еще ищет себе оправдания. Вы можете быть уверены в том, что вы жертва обстоятельств, у вас так много работы, у вас так много обязательств, еще больше проблем различного масштаба, и большие, и маленькие, и вообще вы в полной глубокой... И вы ей говорите себе: сейчас я немного разгребусь со всем этим, и тогда начну. Что ж, звучит вполне убедительно и логично, но всегда найдется человек, который в еще более глубокой жопе, чем вы. Но он находит время, он находит возможности. Почему? Может, потому что он действительно хочет что-то изменить в своей жизни, и тогда он начинает действовать. Он ошибается, он терпит множество неудач, у него даже нет нормальных инструментов, у него толком ничего не получается, но он не стоит на месте, он действует, он что-то пытается сделать, в отличие от тех, кто продолжает искать себе отговорки. Даже уже родные и близкие говорят этому человеку: все, завязывай, у тебя ничего не получится, не трать время зря. Но он все равно продолжает действовать, несмотря ни на что. Он прет как паровоз, он пробует десятки различных путей, пробует разные возможности и получает кучу неприятных сообщений от неудачников, которые только и могут критиковать. Они радуются его неудачам, и на этом многие сдаются. Но этот человек продолжает перейти дальше. Ему некогда устраивать словесные баталии в комментариях. Он продолжает развиваться, он продолжает учиться, он продолжает что-то делать. И наконец он получает первые результаты. И тут просыпаются диванные эксперты: ты все делаешь неправильно, надо делать по-другому. Опять ты со своим дерьмом. Ты ничего не умеешь, смирись, ничего у тебя не получится. Но среди подобного отребья всегда найдутся несколько человек, которые помогут вам советом, дадут адекватную критику. Также будут и те, которые просто задавят вас своим высокомерием, но несмотря на все это, они все равно укажут вам ошибки наиболее честно. Они не будут бояться вас обидеть, скорее даже будут пытаться вас как-то задеть за самое живое.
Но если вы научитесь читать между строк, то вы поймете, насколько они были правы и куда вам надо двигаться дальше. Многие не выдерживают серьезной критики, они боятся показаться слабыми, боятся ошибиться, боятся сделать что-то неправильно, сомневаются в каждом своем шаге, и эти сомнения подогреваются различными негативными комментариями от тех людей, которые в принципе ничего не добились и вряд ли добьются с таким подходом. Но самое страшное, что после нескольких таких негативных комментариев ваши сомнения становятся утверждениями, и вы уже начинаете быть уверены в том, что вы что-то делаете не так. Если вы в чем-то всего лишь сомневались, то после некоторых сообщений вы начинаете быть глубоко уверены в том, что это действительно так, что вы ошиблись, что вы сделали неправильно. Но приходит момент, и вы начинаете получать хорошую критику, и вы понимаете, что то, что не нравилось вот этому сообществу, совсем наоборот нравится другому. И этих людей будет намного больше. У вас всегда будут те, которые будут вас ненавидеть, и всегда будут те, которые будут любить вас и то, что вы делаете. Это неизбежно, если вы что-то создаете. И когда человек это понимает, он начинает читать между строк, начинает отличать критику от попытки диванных экспертов самоутвердиться. Цели этого человека становятся более четкими, а пути их достижения более спланированными. Он знает, к чему он стремится, он знает, что надо делать, и самое главное, он начинает понимать, как ему это надо делать. Спустя какое-то время этот человек неизбежно достигает успеха. Просто неизбежно. Сначала небольшого, маленького успеха, но с каждой новой выполненной целью, с каждой новой задачей, его успех становится более значительным, более внушительным. И даже те, кто раньше говорил, что этот человек ничего не добьется, они тоже начинают замечать этот успех. И тут начинается самое интересное. Ему просто повезло. Докатится мир, даже такое дно, как он. А некоторые и вовсе никогда не признают ваш успех. Даже если вы будете невероятно успешными, они просто не признают это. Они будут кусать локти, завидовать, поливать вас грязью и всячески всем доказывать, что вы недостойны этого успеха. Но теперь этому человеку глубоко насрать, что о нем там думают, где его чем поливают. Он просто наслаждается результатами своей работы, результатами своего успеха. Да, он многое делал неправильно и платил за свои ошибки, он оступался, он чем-то жертвовал, он мог потерять многое, но в итоге обрел гораздо больше. Будете ли вы таким человеком? Или придумаете очередную отговорку? Решайте сами. Если тебе видео понравилось, ты подпишись и лайк поставь. Красавчик. Будете ли вы таким человеком? Или придумаете... У меня есть отмазка. Будете ли вы таким человеком? Или вот таким вот мудаком?